Я всех приветствую на канале. Всем привет! Мы продолжаем изучать интересную историю и выводы по ней. Это любопытно знать, анализировать, какие государства пали и почему, какие выжили и почему. Сегодня поговорим про древнюю Нубию, южный сосед Египта. Мне пока непонятно, можно ли говорить про древнюю Нубию как про цивилизацию, как про народ, который тоже выжил и пополнил ряды крутейших таких генетик, которые пережили эти 6000 лет. То есть это уже третья будет. Египтяне как культура, они сохранились. Сиониты и вот нубы. Но много ли у этого населения, которое сейчас живет на территории Судана, осталось от той прежней древней Нубии? Нубы, они отличаются внешне, у них смуглая кожа, характерные черты лица, вот эти вот широкие губы и очень узнаваемая внешность. Они одно время дружили с египтянами, даже привозили, есть фрески, на которых они привозят египтянам дары. Исследователи говорят, что они начали строить свою первую пирамиду. По исследованиям, они начали строить свою первую пирамиду примерно одновременно с египтянами или даже раньше. Даже есть такое мнение, что допустимо датировать раньше. То есть можно говорить о цивилизации, которая по крутости, в общем-то, вполне достойная. У них хватает интеллекта и труда возводить такие вот вещи, которые сейчас раскапывают. Именно от них в Египет и дальше поступают драгоценности, предметы роскоши, с помощью которых фараоны удерживают власть, потому что знати нужны вот такие предметы роскоши. Тем не менее, юг и север – это интересная закономерность, что-то вот юг и север – это какой-то вечный конфликт, причем всегда, если брать другие участки планеты, то можно заметить такого рода войны. Это какая-то нормальная вещь. Однажды у нубов обнаружилось много золота, и с этого момента они для египтян стали слугами Сета. Знакомая формула, и с тех пор египтяне периодически делали на нубов набеги, забирали их в рабство, грабили, и так они раздражали буквально не сотни, даже тысячи лет. Через 1500 лет всего лишь нубы взяли реванш. Реванш – это была 25-я династия, так называемые черные фараоны. Они действительно на 70 лет примерно возглавили Египет. Там их было несколько фараонов, и после, когда европейские исследователи это обнаруживали, они всячески это скрывали, и скрывали, что нубы действительно строили пирамиды, вполне мощные постройки, потому что вот был один исследователь, который даже убедившись в том, что это было так, бросил исследование, он просто все бросил. У него случился нервный срыв, и ему врач посоветовал все это оставить. Он не мог принять такую тему, что представители цветных рас африканских действительно способны на такие вещи. А в тех условиях, это жестокие эпохи, в тех условиях и воевать, и возглавлять, это надо было действительно много ума. Одной агрессией войны не выигрывались. На протяжении сотен лет кот-пес и отношения складывались постоянно по-разному. Так, например, на границе Египта и Нубии или уже Куша. Кстати, выражение «кануть в лету египетское», взять свой Куш, видимо, тоже, потому что именно Куш – та самая территория Нила, где было много золота. Взять свой Куш – видимо, это выражение древностью вот именно такой. То есть черные фараоны были примерно в 7-8 веке до нашей эры. Можете посчитать, около 3000 лет этому выражению.
не слабо тогда. На границе двух территорий возникали ассимилировавшие поселения, люди, которые между собой смешивались, прекрасно сосуществовали. Но Египет понимал, что там момент угрозы для него, по-своему сам виноват. Поэтому там были военные центры, и когда они там появились, то эти поселения куда-то делись, куда-то они пропали. Нубийцы со своей стороны поставляли в Южный Египет, то есть в Верхний Египет, они поставляли своих наемников, у них были тоже люди. И таким образом Верхний и Нижний Египет периодически разделялись. Северный Египет, Нижний, это очень раздражало, очевидно. И даже синонимичные иероглифы «пчела» и тростник, и другой парный иероглиф «змея» и «птица» – это составные иероглифы, обозначающие объединение Верхнего и Нижнего Египта. Они присутствовали в именах именно фараонов, которым удавалось править цельной территорией. То есть периодически это было проблемой для тех династий, периодически Египет раскалывало. И одним из факторов были соседние нубы, которые давали для этого всякую помощь. Опять-таки юг и север конфликтуют в рамках Египта, в рамках двух стран, двух территорий, опять-таки юг и север, Египет и нубы. То ссорятся, то мирятся. Египет постоянно пытался захватить эту территорию, это удалось однажды, была оккупация, но климатический кризис более 1000 лет до нашей эры поломал эту тему. Но тот случай был не последним. Египет насаждал свою религию. Он рядом именно на границе с Нубией строил храмы, и в самой Нубии он насаждал религию. И когда 25-я династия пришла к власти, то историки отмечают, все-таки археология – это относительно точная наука, историки отмечают, что они очень уважительно относились к египетским богам. И в конце получилось курьезно, в самом последнем местом, где почитали этих богов, были именно нубийские территории. Когда-то нубийские, там названия менялись, периодически территория раскалывалась на малые королевства, племена. То есть вот это все что-то напоминает, и то, что их назвали слугами Сета, и то, что экспансия идеологическая шла через религию. История повторяется снова и снова. В VI веке уже нашей эры эти территории стали христианскими, потом в них, как и в Египет, проникают арабы и ислам постепенно. Те же самые процессы происходят в Египте, но в XIII веке Египту удалось захватить Нубию, потом в начале XIX Египту снова удалось захватить, Нубию это в смысле ту территорию, которая сегодня уже является Суданом. Сегодня это Судан. Затем в середине прошлого века снова-таки фактически оккупация. Там формально это было названо иначе, но Судан снова становится как бы вассалом Египта. Затем фактически по сей день эта территория продолжает бороться за независимость. В этом процессе уже участвуют, и давно как участвуют британцы, в этом участвуют турки, в этом участвуют, иногда там была итальянская армия. Условная независимость в 50-х не принесла мира. Затем раскол севера и юга происходит в самом Судане. Когда-то их далекие предки раскалывали Египет на северный и южный, а сейчас именно политика, в том числе Египта, весьма поспособствовала, британцы этому способствовали, чтобы
Произошел максимальный этнический раскол идеологический по территориям. Там есть большие массы людей исповедуют христианство. Это привело к тому, что сам Судан в 2011 году раскололся на Судан и Южный Судан. То есть пока мы тут спим, там образуются новые государства. Это процессы, которые идут постоянно. Вот есть впечатление, что в современном мире все устоялось, устаканилось. Нет ни разу и никак. Южный Судан отделился, и там, насколько важны религиозные факторы, они как раз сопротивлялись исламизации и арабизации. Хотя у президента Судана Омар Аль-Башира в 2009-м, очевидно, черты африканские. В Южном Судане остались очень древние религии. Вот даже не знаю, что это должны быть за религии. Вот третья часть населения исповедует местные верования. 60% христиане, 6% мусульман. Что касается, собственно, Судана, там продолжается активное внедрение ислама, продолжаются восстания. Вот прямо сейчас во всем мире, когда ковид, кризис, там в 2019 году конфликт, в смысле вооруженный всегда, в 2021 году конфликт. У них было 7 вооруженных переворотов с 60-х по 80-е включительно, там с 59-го по начало 90-х. В 90-х принято решение страну унифицировать под одну религию, но из-за того, что раскол произошел у тех, кто это делал, все это дело как бы сошло на нет. Их исламский... Да, Википедия прямо так и пишет про этнические чистки, вот так это называется, то есть сурово. Их исламские лидеры приглашали Усама бен Ладена, приглашали для чего-то, он на это все посмотрел, и в итоге в середине 90-х он был вынужден покинуть Судан и перевести свою организацию в Афганистан. То есть крепость этой химии, насколько там общество противоречивое, насколько там все время военное восстание. Даже Усама бен Ладен, миллионер саудовский, он это не выдержал. Даже для него там было ядовито. В результате откола Южного Судана от Судана, вот что можно видеть даже по поверхности, открыв Википедию. Подряд идущие конфликты, 7 за около 30 лет. Дальше условная независимость, вот период независимости, одни конфликты. Дальше перечисляется конфликт в Дарфуре, конфликт в Южном Кордофане, конфликт в Хеглине, свержение Омара Аль-Башира и последующие события. То есть последующие события в контексте основной истории тут это точно не карнавал. И в то же время, если открыть ту же Википедию на тему Южного Судана, то тут есть период до независимости, сухо по заголовкам. Референдум 2011 года, то есть позавчера образовалась новая страна. Период независимости, дальше география, климат, административное деление. Территории со спорным статусом есть, но нет конфликтов. Население, религия. Вооруженные силы 2 строчки всего. Внешняя политика, экономика, здравоохранение. Эпидемия холеры. Ни одного конфликта, но уже есть эпидемия холеры. Забавная закономерность, точнее ничего смешного, если нет войны, то будет какая-нибудь эпидемия. И тем не менее, насколько различается вот даже по поверхности, если читать заголовки при описании государства. В текущем Судане там просто котлованы, все время что-то варится. Даже удивительно, как при такой резне, регулярной резне, там еще остались в принципе люди. Это сколько надо все время рожать.
исламизация, которая идет непрерывно, вот с 90-х она идет и идет, и идет и идет, и все никак не дойдет. То есть сколько там людей, и какие они уже мускулистые к этим вещам. Было бы страшно, если бы такой народ обзавелся достойным образованием и начал бы экспансию вовне по переселению. Они бы, наверное, везде устроили бы трэш. Вот конфликт в Дардуфе, допустим, описывается количество погибших. Большая часть обвинений касается действий проправительственных арабских вооруженных отрядов. По существующим оценкам, от их рук погибло от 10 до 30 тысяч человек из числа местного чернокожего населения. Это написала Википедия. Так можно писать? Я не знаю. Этнические чистки привели к тому, что около 1 миллиона человек покинули зону конфликта и укрылись в соседнем чате. То есть о каких цифрах идет речь, видимо, и совсем не жалко. То есть агрессия, в которой формируются эти психики, это длится, ну вот, если даже брать в обзоре 200 лет, это уже длится веками. А что здесь удивительно? И, говоря на тему, почему, как они выжили, что у них осталось от прежней Нубии, ну, внешне осталось, и на территории Южного Судана остались еще даже поклонения каким-то, видимо, очень древним божествам. Египетские боги, они пришли не сразу, они пришли там середина, короче, это тысячелетие до нашей эры. То есть кому поклоняются по факту в Южном Судане, это будет, вероятно, очень интересно изучать. И какие там остались легенды. И заметьте, там мирная территория, в целом они уживаются рядом с христианами, все получилось. Но остальная часть Судана, это же та самая Нубия, которая непосредственно соседствует с Египтом. Как-то они грозились даже построить дамбы, чтобы удерживать воду. Египет пригрозил, что устроит войну и будет бомбить эти дамбы. То есть это терки буквально, которые продолжаются 5000 лет, без малого. А там на заре этой цивилизации нету впечатления, что их отличает повышенная агрессивность. Вот нету такого впечатления. Если сильно жестокие вещи, допустим, можно рассказать про Ассирию или про Персию, то здесь нету, по крайней мере, мне не попадалось таких свидетельств, чтобы на фоне остальных народов их отличало что-то вот сильно агрессивное. И они выжили, что и делает их вдвойне зачетными, что в тех условиях немногие цивилизации, немногие народы, в принципе, остались на планете. Но сегодняшний Судан, то, что там творится, это уже клиника, это по-своему поведение людей, которые не умеют договариваться. Вот они пытались исламизировать страну в 90-х и между собой поссорились. Вот нулевые, 2005 год, север и юг договариваются, но что-то так хорошо, успешно, что в 2011 уже откалывается южная часть. Сегодняшний Судан – это просто вот кислота и щелочь. Последних 200 лет, хоть неофициально, но он постоянно подпадает под чье-то влияние, на него влияет, вот как мы видим по истории, сразу несколько сил. Экономика летит туда же в таких условиях, то есть экономики нет, сильной экономики. Люди гибнут постоянно, и как они вообще продолжают до сих пор существовать, это большая загадка. И все-таки тут надо сказать, что их предки – это крутые ребята, которые одновременно с египтянами строили мощные монументы, выжили, зажили, умели быть почтительными к чужим богам и агрессивностью особо и не отличались, но несмотря на это уцелели. Добывали золото, производили предметы роскоши, но сегодня это просто трэш. Это действительно загадка, за счет чего генетика и даже верования продержались
выжили вот целых 5000 лет, а сейчас скатились в такое существование сегодняшнее. Тем не менее, у них должны быть какие-то очень сильные качества, за счет которых у них такой результат. Вот заметьте, насколько по-разному живет мир. Пока вот в других местах спокойные люди лениво смотрят интернет, возмущаются какому-то митингу, там реакции на митинг, возмущаются эпидемией там. А в это же время есть места, где котлован, где постоянно образуются новые самостоятельные территории, как само собой истребили от 10 до 30 тысяч человек, как само собой переселился миллион. Куда вообще можно переселить миллион человек, как это вообще выглядит? Им же надо что-то есть, им надо там мыться, и где это? По сравнению с этим государством, очень многие другие не представляют, как медленно и тихо они живут. И как знать, может быть, вот эта подорванная психика и население не жалко, но они же, видимо, столько и рожают. Может быть, это и является их фактором, вот за счет чего они сейчас еще как страна существуют. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.